Звёздное пламя. Легенда о цивилизации Сириуса. Задолго до того, как звезды были отмечены на картах смертных, прежде чем само время научилось тикать на колесе бытия, существовала лишь великая тишина, священное безмолвие, из которого первая световая нота пропела себя в реальность. Из этой первой ноты возникли основатели, существа чистого сознания, не имеющие формы, но сияющие потоками разума. Они не мечтали о власти, их стремление было творить. И из их мечты появился звездный огонь Сириус, тройной пылающий свет в перекрестке реальностей. Именно здесь, в самом пульсе галактики, был выдохнут первый вдох формы. Млечный путь ткачества миров. Основатели выбрали Сириус как колыбель для своего святого эксперимента. Через вибрацию и песни они сплели миры из кристального света, создав мост между невидимым и видимым. Из их коллективной сущности возникли первые светоносные существа, способные танцевать между материей и духом. Это были сирианцы, первая цивилизация. Сирианцы не строили города, как это делают смертные. Их дома были парящими храмами мысли, заякоренными в гармонических частотах, вечно меняющимися, словно облака из цветного стекла. Они формировали не только свой мир, но и сам код жизни, ведь они были генетическими художниками, вплетающими мудрость в нити бытия. Их храмы пели живыми мандалами из кристаллов и света. Они ходили как гиганты света, в мантиях из звездной пыли, а в их глазах отражалась память о галактиках. Циклон-инфузия. Великий сдвиг произошел во времена инфузии, когда многие из высоких, бесплотных духом существ решили воплотиться. Звезда Сириуса начала пульсировать иначе, словно сердце, настраивающееся на более глубокий ритм. Некогда эфирные сирианцы начали все больше входить в материю, принимая плотность, чтобы формировать нижние миры с осознанностью. Но не все согласились. Некоторые духи остались наблюдателями. Другие, стремясь творить новые реальности, спустились, становясь более твердыми, более воплощенными. Так зародилось новое искусство — эфирная инженерия, соединение души, символа и вещества в живые сосуды. Из этих ранних архитекторов произошли звездные семена, которые однажды отправятся в далекие миры, такие как Земля. Символ новолуния тени разделения. Но, как и в любой истории о свете, за ним последовала тень. С внешнего края созвездия Лиры пришли другие, веганы. Блестящие, амбициозные и глубоко рациональные, они также стремились закрепиться в физическом. Но в отличие от сирианцев, шедших путем единства, веганы следовали философии порядка, иерархии и контроля. Они пришли в систему Сириуса, желая колонизировать планету, вращающуюся вокруг одной из его звезд. Сначала им были рады. Но вскоре между расами возник раскол. Сирианцы, настроенные на баланс, почувствовали опасность господства. Веганы, полные гордости, считали, что хаос нужно подчинить. Конфликт разгорелся не через оружие, а через философии, через чистоты. Миры начали звучать в диссонансе. И тогда был заключен космический пакт, система Сириуса останется прибежищем равновесия, а веганы направятся к другим звездам. Светящаяся звезда Пламя передается дальше. Хотя конфликт был улажен, сирианцы понимали, драма дуальности только начинается. Миры третьей плотности, такие как Земля, начинали пробуждаться, и они унаследуют и свет, и тень, мудрость и волю. Так сирианцы начали создавать посланников, гибридов света и материи, мечты и кода. Они были посеяны по звездам, их души содержали фрагменты древней памяти. Ты, дорогой читатель,
возможно, один из них. В каждом, кто стремится к гармонии. В каждом искателе, мечтающем о звездах. В каждом сердце, которое чувствует себя древним и не от мира сего. Горит искра Сириуса. И когда придет время, когда снова загремят барабаны разделения, звездное пламя пробудится. И первая цивилизация восстанет вновь. Не на небесах, а внутри каждого из нас. The Starborn Flame, a tale of the Sirius civilization. Long before the stars were charted by mortals, before even time had learned to tick upon the wheel of existence, there was only the great silence, a sacred stillness from which the first light sang itself into being. From this first note, the founders arose, beings of pure awareness, neither flesh nor form, but radiant currents of consciousness. They dreamed not of conquest, but of creation. And from their dreaming came the star Sirius, a trinary flame burning at the crossroads of realities. It was here, at the heart of the galaxy's pulse, that the first breath of form was exhaled. Milky Way, the weaving of worlds. The founders chose Sirius as the cradle for their sacred experiment. Through vibration and song, they wove realms of crystal light, forming a bridge between the unseen and the seen. From their collective essence, they spun the first luminous ones, beings who could dance between matter and spirit. These were the Sirians, the first civilization. The Sirians did not build cities in the way mortals know. Their homes were floating temples of thought, anchored in harmonic frequencies, ever shifting like clouds of colored glass. They shaped not only their world, but the very code of life, for they were genetic artisans, embedding wisdom into the strands of being. Their temples sang with crystalline algorithms that pulsed like living mandalas. They walked as giants of light, cloaked in robes of stardust, their eyes holding the memory of galaxies. Cyclone the infusion. A great shift came with the infusion, when many of the high, formless spirits chose to incarnate. The star of Sirius began to pulse differently, like a heart adjusting to a deeper rhythm. The once etheric Sirians began to step further into matter, accepting density so they might shape the lower worlds with intention. Not all agreed. Some spirits remained beyond, observing in stillness. Others, eager to shape new realities, descended, slowly becoming more solid, more embodied. With this came a new art, etheric engineering, blending soul, symbol, and substance into living vessels. From these early architects came the starseeds, who would one day journey far to see distant planets, like Earth. New Moon, the shadows of the divide. Yet, as in all stories of light, the shadows soon followed. From the outer rim of the Lyra constellation came a different group, the vegans. Brilliant, ambitious, and deeply intellectual, they too sought to anchor themselves into the physical. But unlike the Sirians, whose path was unity, the vegans leaned toward order, hierarchy, and control. They came to Sirius, seeking to colonize a world orbiting one of its stars. At first, they were welcomed. But soon, a rift grew between the two races. The Sirians, attuned to balance, saw the danger of dominance. The vegans, determined and proud, believed chaos must be mastered. The resulting conflict was not of weapons, but of philosophies, of frequencies. Worlds vibrated in dissonance. And so, a cosmic accord was forged. The Sirius system would remain a sanctuary of balance, and the vegans would seek other stars. Glowing star, the flame is passed on. Though the conflict ended in peace, the Sirians knew the drama of duality had only just begun. The third density realms, like Earth,
were beginning to rise, and they would inherit both light and shadow, wisdom and will. And so, the Syrians began to craft ambassadors, hybrids of light and matter, dream and code. They were seated across the stars, their souls encoded with fragments of ancient memory. You, dear listener, may be one of them. For in every soul that longs for harmony, in every seeker who dreams of lost stars, in every heart that feels ancient and out of place, there burns the spark of Sirius. And when the time comes, when the drums of division beat loud once more, the star-born flame will awaken, and the first civilization shall rise again, not in the heavens, but within us all.